Всем доброго времени суток. Это вторая часть топ видеокарт с AliExpress до 10 тысяч рублей. Все так же, карта от самых дешевых до дорогих. И для этой части я приберег самое вкусное. А прошлый выпуск сможете посмотреть в конечной заставке. Все ссылки на все, что в выпуске, а также и на другие мои ресурсы, как обычно, в описании. Цены со временем могут отличаться от тех, что показано в этом выпуске. Что останется неизменным, это надежность продавца. Все карты и продавцы были отобраны, и в этом выпуске не будет какой-нибудь 1060 на 6 гигабайт за 5К, ибо все мы знаем, на что способны китайцы. И первая карта, с которой хочу начать, это GTX 650 на 1 гигабайт памяти, который все еще что-то может. Тесты с ней есть у меня на канале. В общем, хорошая карта за свои деньги, сойдет для легких игр типа World of Tanks, CSGO, War Thunder и так далее. Следующая карта, старшая модель, GTX 750 Ti, довольно-таки интересная карта, несмотря на свой возраст, вытянула GTA 5. Также сможет вытянуть и некоторые другие игры с похожими требованиями. С ней есть тесты на канале, кому интересно, посмотрите выпуск. А теперь легенда. Самая покупаемая карта с AliExpress и, наверное, самая топовая за свои деньги. GTX 750 Ti на 2 гигабайта видеопамяти. Я сам на рабочем ПК пользуюсь ею, и обзор также был у меня на канале. Да и очень часто покупаю именно ее, так как поиграть на ней можно практически любую игру. Перейдем к красным, и на очереди карта от AMD Radeon R9 370 на 4 гигабайта памяти. Относительно не старая карта 2015 года, и при этом будет лучше предыдущей. Благодаря своей памяти сможет то же, что и GTX 750 Ti, но еще и на 30-40% лучше в плане производительности. Отличный вариант за относительную цену. Если заказывать, то рекомендую пользоваться кэшбэк-сервисами EPN или T-Shops. Этим можно вернуть часть денег, что будет минусом к покупке.
Осталось буквально несколько карт, которые входят в топ карт с AliExpress стоимостью 10 и менее тысяч рублей. Bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce, bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce, bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce, bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce. И вот одна из них, AMD Radeon RX 560D. Это карта 2007 года выпуска с 4 гигабайтами видеопамяти на борту. И она вплотную стоит рядом с GTX 960 на 4 гигабайта. Тесты говорят, что она будет такой же производительности, в отдельных случаях, возможно, на несколько процентов обходит предшественник. Let's go. И все же они уступят GTX 1050 Ti, также на 4 гигабайта памяти, хотя она 2016 года выпуска, но производительности в ней больше. Есть очень много тестов с ней в сети, с разными конфигурациями, под разными нагрузками, с разгоном и без. Но вот топ в моем списке это GTX 1060 на 3 гигабайта памяти, которую можно достать за 10 тысяч рублей и которая уже будет производительнее всех остальных. Есть мнение, что GTX 1050 Ti иногда обходит ее из-за видеопамяти, но это не точно, а вот то, что она потянет Full HD любую современную игру, это факт. Хотя последние карты из моего списка после GTX 750 Ti все потянут любые современные игры в Full HD разрешении. В общем, это был мой топ, и естественно вы можете не согласиться со мной или высказать свое мнение в комментариях. Я на них регулярно отвечаю, также приглашаю желающих в свою группу в ВК, где выкладываю сборки и делаю опросы на разные тематики. Надеюсь, выпуск вам понравился, не забудьте поставить лайки и подписаться на канал, этим я буду стимулирован на развитие канала. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.